Всем привет! В этом видео мы поговорим об эластиках. Если ортодонт говорит вам, что вам потребуется носить баранов или лис, не спешите паниковать, ваш врач не сошел с ума. Речь, конечно же, идет об эластиках. В этом видео мы поговорим о том, что же такое эластики, для чего они нужны, как с ними жить, как снимать, одевать, как носить, откроется ли с ними рот, а в конце видео я расскажу, как врач понимает, носили ли вы эластики. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какие эластики вы носили или носите сейчас, сколько месяцев, какой зверь, куда одевали, и, пожалуйста, оцените по 10-бальной шкале, насколько сильно напрягали вас эластики. Разные виды эластиков используются по-разному и на разных этапах лечения. Вам это знать не обязательно, хороший ортодонт всегда знает, когда и какие эластики вам предложить. Кроме того, он обязательно расскажет вам, для чего нужны эластики. То есть существует два варианта. Либо эластики ускоряют и улучшают качество лечения, либо без эластиков просто не получится достичь требуемого результата, и поэтому их ношение абсолютно обязательно. В целом, ношение правильно подобранных эластиков не вызывает существенного дискомфорта. В основном это вопрос дисциплины. Единственный момент, что первые несколько дней зубы, на которые одеваются эластики, могут немного поболеть, так как эластики это такая же нагрузка, но этот эффект быстро пройдет. Итак, для чего же нужны эластики? По своей сути, эластики прилагают усилия на целевую группу зубов, используя в качестве опоры зубы или микроимпланты на противоположной челюсти. Это нужно в 6 ситуациях. Первое – улучшение смыкания боковых зубов. Второе – устранение дизокклюзии в переднем отделе при открытом прикусе. Третье – коррекция позиции нижней челюсти. В этом случае эластики используются для переучивания мышц. Четвертое – для движения зубов и закрытия промежутков. Пятое – для коррекции перекрестного прикуса, когда зубы неправильно смыкаются по ширине. И шестое – когда эластики используются в качестве дополнительной опоры. Итак, как же носить эластики? Эластики одеваются по-разному в разных ситуациях, и ортодонт на приеме обязательно покажет и расскажет вам, как именно в вашем случае их следует носить. Обязательно запомните положение эластика или сфотографируйте, чтобы ничего не перепутать. Эластики чаще всего носятся круглосуточно, естественно, за исключением времени еды и гигиены полости рта. Меняются они обычно утром и вечером, соответственно, во время ужина и завтрака. Эластики не зря выдают целыми упаковками, в каждой из них 100 единиц. Потому что каждая из них достаточно быстро растягивается и перестает полноценно выполнять свою функцию. Поэтому, если вы ощущаете, что эластик растянулся, почти перестал оказывать какое-либо давление, то, возможно, есть смысл даже чаще менять эластики. Обычно это актуально для начальных тонких эластиков. Эластические тяги требуются в среднем от 60 до 80% пациентов с брекетами. И на самом деле самое важное – это то время, в течение которого вам потребуется носить эластики. Если у вас прикус правильный, зубы смыкаются более или менее неплохо и не требуется закрывать промежутки от удаленных зубов или по каким-то другим причинам возникшие, то, скорее всего, время ношения эластиков в вашем случае будет невелико, а возможно, вам и вовсе не придется их носить. Если же есть какие-то из вышеперечисленных проблем, то длительность общего ношения эластиков может измеряться месяцами, иногда даже и полгода составлять, иногда и больше. Поэтому хороший ортодонт на консультации всегда оговаривает ориентировочный срок ношения эластиков. Итак, как же ортодонт понимает, что вы не носите эластики? Просто он видит вас насквозь. По сути, понять это достаточно просто. Первое, нет прогресса в нужном направлении. Второе, эластики не кончаются. И третье, пациент не помнит, какие именно он носит эластики и как нужно их одевать. Поэтому не обманывайте ни его, ни себя, и если возникают какие-то сложности, сразу же говорите об этом. На этом все. Удачного и легкого ортодонтического лечения. До встречи.